Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Список безглютеновых и глютеносодержащих продуктов. Целиакия – это патология, имеющая множественные причины происхождения, однако основной из них принято считать нарушение пищеварения внутри кишечника. Глютеновая энтеропатия возникает на фоне повреждения расположенных в тонком кишечнике ворсинок теми продуктами, в составе которых есть аллерген, то есть глютен, либо идентичные ему белки, авенин, гордиин и прочее. Избежать потребления в пищу глютена довольно проблематично, что связано с тем, что эта клейковина встречается в рационе каждого современного человека. До 80% привычных продуктов содержит этот белок. Полностью убрать глютен из меню очень сложно, что обусловлено в первую очередь его скрытым наличием во многих готовых продуктах. Люди, страдающие от непереносимости глютена, дают патологическую реакцию не только на этот белок, но и на его производные, а также на некоторые компоненты, содержащиеся в продуктах. И именно этим объясняется тот факт, что кому-то определенный продукт подходит, а у кого-то он вызывает аллергию. Степень выраженности глютеновой энтеропатии варьируется, поэтому, обращая внимание на глютеносодержащие продукты, стоит учитывать индивидуальные особенности человека. Ведь предугадать возможный ответ организма в каждом конкретном случае просто не представляется возможным. Глютеносодержащие продукты. Важно понимать, что придерживаться меню, в котором отсутствуют продукты с аллергеном, придется на протяжении всей жизни. Таких продуктов имеется множество, и практически каждый день появляется новый компонент питания, который содержит опасную для больного клейковину. Маркировка о том, что в продукте содержится глютен, очень часто просто отсутствует, поэтому предлагаемый список стоит выучить, либо просто всегда иметь в свободном доступе. Глютеносодержащие продукты с явным или скрытым содержанием глютена – злаки, пшеница, ячмень, овес и рожь. Соответственно, все продукты из данных злаков под запретом. Хлеб и хлебобулочные изделия, сладкая и несладкая выпечка, торты, кексы, пирожные, пирожки, пицца, блины, печенье, отруби каши, в том числе манго-макаронные изделия, продукты в панировке из муки перечисленных злаков. Гастрономические продукты, колбасы, сосиски, котлеты, тефтели, продукты из сои, конфеты, мороженое, готовые сухие завтраки, крутоны, соусы и заправки к салатам промышленного производства, майонез, крабовые палочки, картофель фри, чипсы, специи, смеси, бульонные кубики и порошки, супы, вторые блюда, овощи, гарниры промышленного производства, пиво, недистиллированная водка, кускус, сыры с плесенью, консервы в томатном соусе или томатной пасте, чурчхела, запрещенные пищевые добавки Е150, 160, Е411, Е637, Е636, Е953, Е965. Безглютеновая диета для детей – практические советы для родителей. Для того, чтобы хранить то, чем будет питаться ребенок, необходим отдельный шкафчик. Важно, чтобы это была не полочка, которая располагается в общем шкафу, а именно отдельное место для хранения. У ребенка должны быть собственная посуда. Для того, чтобы ее лучше идентифицировать, можно сделать маркировку. Варить и жарить также стоит в отдельных кастрюлях и сковородках. Необходимо найти место на кухне для индивидуального противня, шумовки, черпака и прочей кухонной утвари. Доска, на которой будет разделываться хлеб для ребенка, должна также быть индивидуальной. Это правило касается и ножей. Если имеется аллергическая реакция на молочные продукты, то для нарезки спреда без содержания молока должен быть отдельный нож. Руки человека, готовящего пищу для ребенка, должны быть тщательно вымыты после приготовления пищи для здоровых людей. Вначале должно быть продегустировано блюдо, которое будет есть ребенок, а затем все остальные. Выпечка, содержащая глютен, не должна готовиться с безглютеновой пищей одновременно в одной духовке. То, что под запретом, должно быть вне зоны доступа больного. Не следует принимать во внимание и тем более реализовывать на практике советы от людей без медицинского образования относительно того, что какой-либо продукт можно или нельзя есть при этом заболевании. Если имеются сомнения относительно того, можно ли потреблять тот или иной продукт, то от его дегустации следует отказаться. Если продукт предлагается впервые, то он должен быть единственным новым компонентом, входящим в меню в этот день. Ингредиенты на английском языке, которые должны настораживать. Если приходится приобретать пищу, на этикетке которой отсутствует перевод, необходимо быть предельно внимательным, так как глютен может скрываться в следующих наименованиях. В состав продукта входят злаки, содержащие опасный белок, оутс, рай, вит. О том, что в продуктах могут присутствовать добавки с глютеном,
говорят следующие указатели: modified starch, либо это же словосочетание, но с добавлением слова food, либо отдельно слово starch. Об опасности могут свидетельствовать слова и словосочетания malt или malt flavoring, просто flavoring, vegetable с приставкой gum или protein, либо hydrolyzed vegetable protein, emulsifier, stabilizer. О присутствии следов белка свидетельствует надпись May contain traces of gluten. Список безглютеновых продуктов. Те фирмы, что занимаются выпуском продуктов, не содержащих даже остаточных частиц аллергена, отпускают их по довольно высокой стоимости. Однако человеку, имеющему патологию, приходится приобретать такие изделия. Альтернативный выход – приготовление абсолютно всей пищи в домашних условиях. Если в продукции нет глютена, то об этом свидетельствует маркировка Gluten-Free Products. Список компаний-производителей следующий: итальянская компания Docta, Шар, германская фирма Glatanou, финляндская Moilos, швейцарская Finax. Важно, ориентируясь на имеющийся список продуктов, которые не содержат аллерген, учитывать, что технология производства часто изменяется. Поэтому, чтобы избежать нежелательных реакций, необходимо внимательно изучать маркировку. Кроме того, белок может попасть даже в чистый продукт, когда он транспортируется, производится или находится в единой таре, оборудовании, с теми продуктами, которые аллерген содержит. Безглютеновая диета, продукты, разрешенные к употреблению, фрукты и овощи. Свежее мясо, птица, рыба без маринования и использования панировки, смесей специй. Свежие яйца. Натуральные бобы, фасоль, орехи и семечки, не подвергнутые обработке. Натуральные молочные продукты. Злаки и крахмалистые продукты и изделия из них, амарант, мука из маранты, гречка, рис кукурузная, рисовая, картофельная, овсяная, миндальная, соевая, гречневая мука, картофельный крахмал, семя, льна, пшено. Кинва и мука из кинвы. Овсянка, имеющая маркировку без глютена. Соргум, тапиока, тёф. Примерное безглютеновое меню на неделю. Понедельник. Первый прием пищи – каша рисовая и ягоды, мед, булочка на основе муки миндальной, натуральное какао. Обеденный перерыв – мясные щи. Перекус – кукурузная булочка, салат из фруктов, молоко. Завершение дня – кефир и каша с пшеном. Вторник. Первый прием пищи – десерт на основе творога и фруктов, хлебцы из риса, кофе натуральный и молоко. Перерыв на обед – картофель, рыба печеная и зелень, зеленый салат, ягодный компот. Перекус – хлебцы рисовые с джемом, какао. Завершение дня – каша гречневая на козьем молоке, хлебцы на основе сои. Среда. Первый прием пищи – молоко и хлопья кукурузные. Обеденный перерыв – блины на гречневой муке с добавлением мяса, бульон из курицы. Перекус – чай, яблоко печеное, орехи. Завершение дня – овощи тушеные в сметане, сок свежий. Четверг. Первый прием пищи – сыр, добавленный в омлет, лепешка на основе кукурузной муки и кофе. Обеденный перерыв – рыбный суп, отварное яйцо, фасоль тушеная. Перекус – чай с бананом. Завершение дня – запеканка из творога и муки рисовой, чай. Пятница. Начало дня – отварная рыба, рисовая каша и какао. Обед – суп со шпинатом и сыром, овощи на пару. Перекус – отварное яйцо, чай. Завершение дня – мясо вареное и каша гречневая. Суббота. Начало дня – какао и творог. Обеденный перерыв – суп из овощей, рыба печеная, можно с добавлением молока. Перекус – хлебцы гречневые, ягодный морс. Завершение дня – овощи в духовке под сыром, чай. Воскресенье. Первый прием пищи – рисовые оладьи, чай с добавлением молока. Перерыв на обед – суп с фрикадельками, овощной салат. Перекус – орехи и мюсли, желе на основе фруктового сока. Ужин – рагу из овощей. Автор – врач-эндокринолог, диетолог Кузьмина Вера Валерьевна. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик.